О чем сейчас думает твоя бывшая девушка? Как она пытается себя обозначить? Какие сигналы шлет? Какие мысли и вопросы ее терзают в ситуации, внимание, когда мы придерживаемся тактики полного тотального игнорирования? Это одни из самых частых вопросов мужчин при обращении ко мне. Ведь только игнор позволяет в полной мере перезапустить эту эмоциональную привязанность женщины к тебе и вывести ваши отношения на качественно новый уровень. Давайте не будем тянуть кота за хвост и сразу с места в карьер. Первая стадия – безразличия. Это стадия невосприимчивости девушки всей серьезности ситуации. Она скорее понимает твою реакцию, вот это затишье, как обиду. То есть ее посещают закономерные мысли. Сейчас он подуется, пообижается, осознает все свои ошибки, которые я ему навесила, завиноватив в конце. И сам же мне и напишет. Как это раньше и было десятки раз. Она искренне не понимает, что ее игнорируют. Поначалу она даже в какой-то степени рада, что ты наконец-то от нее отстал. Оставил ее в покое. Можно наконец-таки вздохнуть полной грудью, пойти в клуб с подругами, и никто не будет клевать мозги. Свобода, перспектива, новые варианты. Жизнь заиграла красками. Ведь именно ты ограничивал ее и не давал развиваться. Она же так говорила. Да, для нее ты балласт, который тянул ее вниз. Ты бесхребетный слюнтяй, который не дает ей жить и развиваться как личность. На этом этапе девушка не восприимчива никаким разговорам, обсуждениям, призывам не разрушать те долгие 5, 7, 10, 20 совместных лет отношений. Весь тот накопленный негатив к тебе позволяет ей в этот период не сожалеть о своем поступке и не оглядываться назад. Эта стадия не такая длительная, как остальные, и длится в диапазоне от 3 недель до 1,5-2 месяцев. Тут все зависит, насколько запущенный был случай, насколько ты сильно нуждался, бегал за ней. Если твой акт примирения, так скажем, был единоразовый, то есть ты раз попытался и отстал, то эта стадия проходит, как правило, очень быстро. Что касаемо пингов, на этой стадии они либо отсутствуют, либо проявляются в формате сообщений по типу «А куда пропал? Почему молчишь? Ты что, обиделся?» Такие нейтральные, безобидные смски. Перед этой стадией еще может существовать, я ее называю нулевая стадия, когда ты не просто нуждался в конце отношений, а вел себя максимально неадекватно. То есть, неделями караулил ее у подъезда, ночевал у ее двери, выслеживал, писал и звонил с каких-то номеров, потому что основной номер она заблокировала. То есть такие действия, которые уже пугают на самом-то деле. То есть женщина уже опасается за свою жизнь, как минимум. Если такое было, то существует еще как раз-таки эта нулевая стадия. Она длится примерно так же месяц-два. Далее переходим ко второй стадии. Непонимание. То есть через 3 недели, месяц, в каких-то случаях особо запущенных 2 месяца, вот эта иллюзия подконтрольности тебя и ситуации в целом у бывшей девушки начинает исчезать. В голове появляются другие мысли и вопросы. А что происходит? Что-то он как-то затих, подозрительно затих. Как-то не свойственно для него. Уж очень нетипичное поведение. Может, с кем-то начал встречаться, увлекся кем-то. А вдруг это та блондинка с работы, с большой грудью, которая клеилась к нему год назад? Да не, навряд ли. А может, он вообще на меня забил? Может быть, он принял такое решение? На него не похоже. Думаю, мысль вы уловили. Бывшая девушка начинает думать, задавать себе вопросы, гадать, размышлять. Именно эти вопросы сподвигают ее уже поинтересоваться тобой более плотно, зайти к тебе на страничку в соцсети, в мессенджеры, посмотреть там, как обстановка, промониторить твои фотографии, статусы, понять, что происходит. Действительно ли ее догадки, опасения оправданы.
А теперь внимание, давайте зададим себе вопрос. Что это все означает? Это означает, что уже пошла эмоциональная вовлеченность. То есть определенные вложения с ее стороны по отношению к нам. Инвестиции, называйте как хотите. Да, то есть сравнили то безразличное состояние на первой стадии. И уже сейчас процесс пошел. Значимость начинает расти. Ну что, давайте переходить к третьей стадии. Гнев. Это один из самых важных и затяжных этапов, которого очень сильно боятся мужчины. Сейчас я объясню, почему это безосновательно, и приведу аргументы, почему этой стадии нужно не бояться, а скорее наоборот радоваться, что она есть. Здесь бывшая девушка уже четко понимает, осознает, что ситуация ей не подконтрольна, что ты не в ее власти, ты для нее непредсказуем и непонятен в этот момент. И вот здесь ей во что бы то ни стало необходимо уже подтверждение того, что ты все-таки переживаешь, страдаешь, сожалеешь. И причем больше, чем она. Вот о чем в этот момент она думает. И вот как раз таки здесь, на этом этапе, она начинает активные действия, активные провокации. Она может написать, чтобы ты забрал остаток своих вещей или отдал ее любимую кружку, которую она забыла в момент ухода. Здесь ты можешь получить от нее смс-ки. Понятно, что пока в негативном ключе. По типу «Почему молчишь? Не хочешь отдавать? Ладно, оставь себе. Я все поняла. Ах, ты не хочешь общаться? Ну, не хочешь, как хочешь. Я желаю тебе удачи. Молчишь? Ну, как знаешь». То есть, что она делает? Она всячески пытается показать, подчеркнуть, я бы даже сказал, тот момент, что она твердо и решительно ставит точку. И обратного пути у тебя уже не будет. Если ты сейчас не ответишь, ты потеряешь свой последний шанс. Вот такой посыл от нее идет. Вот почему этой стадии так и боятся мужчины. Разумеется, после подобных сообщений в голове формируется убеждение, что действительно это все, это конец. Она уверена в своем решении. Ну, так думают мужчины, которые в принципе неправильно воспринимают игнор. Ведь игнор это не про то, что ты сел где-то в засаде и ждешь, когда она тебе напишет. И дрожащими ручонками проверяешь ее статусы. Нет, это про другое. Но об этом в другом видео, чтобы не уходить от темы. Так вот, мужчина получил это смс, и под страхом потери, что вот все, сейчас он ее, если не ответит, он ее потеряет. Мужчина срывается. Отвечают ей. А что дальше происходит? Все. Женщина получила подтверждение твоей нуждаемости, и она успокаивается. Все. Процесс обнуляется. А сейчас я объясню, почему не стоит опасаться ее гневных смс, а стоит рассматривать эту ситуацию в целом как положительный фактор, который наибольшим способом повышает вероятность успешного возврата. Ведь давайте задумаемся, что такое гнев, что такое злость. Ну, очевидно, это же эмоция. Пусть негативная, но эмоция. Она неравнодушна к тебе в этот момент. Ей не все равно. Ее это цепляет. Вон как это нужно понимать. Но тут важный нюанс, который тоже стоит учитывать. На чем основан этот гнев, эта эмоция? На твою неподконтрольность. То есть это не безразличность, которая была на первой стадии, или негатив от твоей навязчивости, там, на нулевой стадии, например. Что ты у нее вот здесь уже, и она тебя видеть не хочет. Не стоит путать эти вещи. Негатив от твоей навязчивости и гнев на неподконтрольность, который сформирован на твоей уже значимости. То есть процесс идет. Уже на этой стадии бывшая девушка начинает сомневаться. Ведь раньше ей стоило просто дистанцироваться, обидеться или ответить на твое смс с задержкой. И от тебя тут же шла реакция на сближение. Она это видела, она это зафиксировала. А тут в ее голове возникают вопросы. А правильно ли я вообще поступила? На этой стадии могут быть часто пассивные провокации. Например, выкладывание в соцсетях несвойственные для нее счастливые какие-то чрезмерно фотографии. Как она наслаждается жизнью, отрывается, какие-то
красивые незнакомые места, новые лица. Она сделала себе новый образ, навела марафет. Чтобы ты, если циклопишь ее, посмотрел и начал кусать локти, какую красотулю потерял. Сюда же относятся всякие мотивирующие статусы, посты. А если и это не помогает, в ход идет тяжелая артиллерия. Фотография с намеком на другого мужчину. Какое-то романтическое место, свидание. Да, провокация на ревность. Что самое интересное, она не боится делать этот вульгарный поступок, так как уверена, что и это ты потом простишь и схаваешь. Ведь ты дал ей когда-то повод так думать. Давай будем честны. Хочу вас успокоить. Эта стадия всегда конечна, так как невозможно на протяжении долгого времени, бесконечно, подпитывать этот гнев. И в конце уже этого периода она делает однозначный вывод. В голове у нее появляются мысли. А может быть он и не слюнтяй? А может быть он не тряпка? А может быть его хорошие отношения ко мне и терпение являются добротой, а не слабостью? Ведь доброта – это черта сильного на самом-то деле. И вот уже здесь женщина начинает накручивать, вспоминать все те моменты, все те поступки хорошие по отношению к ней твои, и придавать им ценность и значимость. Вот именно здесь, именно в конце этой стадии. 4-я стадия. Сомнение, принятие. Это финишная прямая. Маятник раскачивается. Да, здесь женщина уже понимает, что безразличие, какие-то наглые провокации на тебя не работают. Этим тебя не взять. Но остановиться она не может. И вот здесь у нее начинается борьба со своим эго, со своей гордыней. Она начинает думать и взвешивать. А написать, может быть, ему? Или продешевлю? А как правильно это сделать, чтобы не выглядеть проигравшей стороной? Не дать слабину. То есть, да, она все осознала, она все поняла, но даже здесь она все еще сомневается. А действительно ли ты достоин вот этого ее первого шага? Или она все себе надумала, накрутила? То есть, даже здесь она взвешивает, прикидывает целесообразность этого. Ставит на кон. А что важнее? Ее эго, ее гордыня? Или же ее желание искренне, по-настоящему перед тобой извиниться? На этой стадии, да, также могут быть провокации, но уже такого положительного характера, которые направлены больше на сближение с тобой. То есть она может начать ставить лайки под твоими фотографиями, просматривать сторис. То есть как бы такие сигналы, что вот, эй, я тут, обрати на меня внимание. Также на этой стадии девушка может тебе написать уже, например, поздравить с днем рождения, с Новым годом. То есть она будет ждать какой-то повод, ближайшую дату, чтобы это сделать. Ну а дальше, если уж бывшая девушка начала внутри себя устраивать торги, а стоит написать, а не стоит, а когда это сделать, а как это сделать, уже пинговала активно, поздравляла, то, как, я думаю, ты понимаешь, полноценный выход с переосмыслением, с извинением, с раскаянием, это уже вопрос времени. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно было полезным. И будем на связи.